Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вами интересуется? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. А вы пока напишите, как вы собираетесь летний отпуск проводить. Напишите в комментариях. У вас проигрывается острая нехватка любовных ощущений. Это так, если коротко, да, вот диагноз. Вы человек настолько страстный, вы очень такой открытый, да, вот именно в любви, очень верный человек. Но сейчас я не вижу в вашем окружении вот женщины, которая могла бы вот ваши такие душевные струны, что ли, затронуть. В вашей жизни проигрывается измена, которая очень сильно повлияла на вашу жизнь. Причем эта измена была очень и очень неожиданной. Она настолько, вот знаете, вас, ну, убила, это мягко сказать, да, вот настолько поразила вас вот эта вот ситуация именно вот с изменой, с обманом. Сейчас мы не будем ее затрагивать. Опять же, это было в вашей жизни, это был очень такой непростой период. У некоторых сейчас он может еще длиться, когда вот вам очень плохо, вот именно морально. Но тем не менее, вы с надеждой смотрите на будущее. Вы, знаете, вот в такой ситуации находитесь, когда с одной стороны вам хорошо одному, с другой стороны вот хочется уже и новенького чего-то, да, кого-то вернее. Вот нехватка именно романтики, нехватка вот этих вот любовных ощущений в вашей жизни вот очень четко. Но в то же время вы кайфуете от того, что ну, никто не выносит мозг, никто не пилит, вы что хотите, то и делаете. У некоторых может даже проигрываться, что вы ну вот реально начинаете задумываться, а может быть, да ну его нафиг, эту женщину, да? Вот у вас такое, видите, вот двоякое очень положение. Да, вы себе можете много чего позволить, деньги у вас есть, вы довольно неплохо живете, да. Но тем не менее, вот и хочу женщину, и кайфую один. Вот как-то так, вот раздвоение такое своего рода. Вы умеете и с женщинами обращаться. Вот я имею в виду, вот как мужчина, да, вот вы можете быть и заботливым, вы внимательным можете быть. Вы женщину, вот когда любите, вы ее задариваете, залюбливаете. Опять же, это, ну, один из ваших косяков. Я неоднократно говорила в своих видео, кто смотрел вот раньше, дозированно нужно, когда, знаете, вот, ну, не растворяться в женщине, в партнере. Это касается даже и женщин, кстати. Это всех людей касается, и мужчин, и женщин. Когда мы растворяемся в партнере, но это не ценится. Нужно иметь какие-то свои личные хотелки, да, нужно личное пространство иметь, нужно находить время и на себя любимого, да, я довольно часто об этом говорю, а вы все равно, вот понимаете, это с одной стороны хорошо, да, это приятно, что вы вот такой заботливый, вы все готовы там до последней минутки, до последней капли, до последней копеечки отдать, но это со временем просто партнер перестает ценить. Это такое маленькое отступление, поэтому вот такой вот косяк. Уж слишком сильно вы вкладываетесь в женщину и материально, и морально, да, вот и временем. Ну, то есть вы такой вот, ну, залюбливаете, ну, такая вот широкая душа. Так, давайте-ка смотреть, что же будет в вашей жизни дальше, да, и какая же женщина пришла к нам на расклад, которая вами интересуется. Что это за женщина? А вы уже угадываете, как раньше была передача, да? Я угадаю эту мелодию с 3 нот. Вот она пришла, это распрекрасная дама. Это женщина... вами даже не одна женщина интересуется, а вот это поворот. Смотрите, одна такая, но она ближе к брюнетке, наверное. Вторая женщина, она такая либо же темно-русая, может быть, шатенка такая. Они обе хороши собой, они обе моложе вас, ну, либо же так к вашему возрасту, но не старше однозначно.
они стройные, они обе ухоженные. Они обе, знаете, вот они обе прошли довольно тяжелые жизненные ситуации. Это, давайте вот уточним все-таки, но я думаю, это связано, конечно же, и с мужчинами, и с финансами у них были в свое время проблемы. Да, это любовного характера были расставания, да, вот эти разводы, они тоже довольно непростую жизнь прожили, но тем не менее это их не сломило. Они обе самодостаточные, они обе умеют себя подать. Они, знаете, вот из тех женщин, которые не наглые, они, ну, такие, знаете, вот какие-то вот манящие, то ли это внешность, может быть, да, вот такие вот они довольно симпатичные, которым хочется вслед обернуться. Эти женщины, они, я не скажу, что они прям такие вот диктаторши, что они какие-то злые, грубые, холодные, нет. Они уверенные в себе, но это абсолютно не означает, что они такие жесткие, холодные. На самом деле, вот они в душе абсолютно другие. Внешне, да, внешне они могут казаться такими неприступными. Таких женщин, кстати, побаиваются мужчины. Почему-то вот мужчины считают, что когда женщина красивая, ухоженная, то значит вот она злая, там, она может быть эгоистичная, на нее много денег придется тратить, да, ну то есть все вот эти вот опасения, они имеют место быть. Поэтому эти женщины, знаете, вот они, естественно, они не знакомы, это две совершенно разные женщины, но вы им понравились. Давайте-ка уточним. Одной женщине, чем вы понравились? Так. Вы нравитесь своей активностью, нравитесь своими умениями, умом, да, тем, что вы умеете зарабатывать. Естественно, вы, значит, каким-то образом пересекались с ними. Как вы пересекались? Так. Вы пересекались с ней вот именно в тот период, когда вы стали один, да, это может быть где угодно, опять же, да, мы не будем углубляться, я не хочу никого программировать, пусть такая небольшая интрига будет, но вы с ней пересекались, вернее, начали пересекаться, когда вот разрушилась, может быть, семья, отношения ваши, да, тогда вот случилось ваше знакомство. Это может быть где угодно, соседка там по дому, я не знаю, там в больнице, парикмахер, продавец, по работе, где угодно. То есть именно вот в период одиночества вы стали с ней общаться, она знает, что вы один, она знает, что у вас довольно непростая ситуация в жизни была, да, но опять же у нее есть свои страхи. Вот у нее страхи как-то вот проявиться, да, вот вы слишком сильный ей кажетесь, да, вот именно, ну, такой вот мужчина настоящий. Она не из тех, которая будет вот в наглую лезть, она не будет там приглашать в гости, она не будет как-то особо заманивать, да. Вот она из тех женщин, которые ждут, когда мужчина первый ее заметит, когда мужчина первый проявится к ней. Но довольно вы симпатичны. Вот именно ваш вот мужской стержень, да, не те стержни, о которых вы подумали, именно ваша вот активность, ваша мужская сила, да, вот то, что можно быть как за каменной стеной, вот именно вот эта черта, ваше качество, и очень сильно понравилась. Давайте посмотрим, что понравилось другой женщине в вас. Так, а вы знаете, это тоже появилось в этот ваш период, когда у вас зима и гололед была на душе. Тоже вы с ней пересеклись, именно вот когда уже вы не в отношениях были. Она прекрасно видела точно так же, что вам тяжело, что вам плохо, одиноко. И она также видела, что вам как бы не до отношений. Она не проявлялась, вот она бы очень хотела, чтобы вы стали ее таким вот судьбоносным шансом. Но вот поскольку вы абсолютно не в тех эмоциях, не в романтичных, да, вот на период вашего общения, она, естественно, она не готова вас атаковать, так скажем. Хотя вот эта вторая, она более решительная, чем первая женщина. Это себя проявит.
Она проявит, но чуть попозже. Это будет не ближайшее время. Это более активная, может быть, даже, ну, с какой-то такой, ну, нагловатостью, что ли. Ну, я не знаю, можно это наглостью назвать или нет, но она более пробивная, более активная. Если вот эта женщина, она, да, она внешне может быть и такая, кажется холодная, неприступная, но она не будет наглеть, она не будет там зазывать, да, это ждет от вас шага. А это она уже будет так более активно. Вот она немного еще подождет, да, увидит, что вы созрели, да, вот клиент созрел, так сказать. Она начнет вот эти, может быть, женские штучки, уловки, как это обычно женщины любят, то отремонтируй что-то, то флир, да, может быть, там телефончик взять и так далее. Так, ну это, вот она у меня ассоциируется с каким-то хаосом, да. Вот я склоняюсь к тому, что вот эта женщина вторая, она все-таки вас завоюет, и именно с этой у вас будет любовь. Вот я склоняюсь, да, к этой. Вот это она более... Вот эта первая женщина, она, во-первых, и помоложе, чем вторая. Она не такая опытная. Вот ей бы надо подучиться и все равно как-то отношениям с мужчинами. Хоть у нее и были отношения, но она не очень так умело умеет обращаться и общаться с мужчинами. Это, конечно, женщина, ну, хаос. Это женщина хаос. Но опять же, этот хаос вас завлечет и влюбит. Она вот все-таки проявится. Она проявится, она продумает, как проявиться, как вас захомутать. Это женщина, которая, ну, она пойдет напролом к своей цели. Она такая активистка. Вот от этой точно вы не улизнете. С этой женщиной у нас как раз и выпал туз кубков, с ней у вас и будет любовь. Поэтому смотрите, обращайте внимание как раз на такую, которая сама будет проявлять инициативу. Да, вот она брюнетка, она помоложе вас, но это будет реально. Либо флиртовать, либо приглашать куда-то, кокетничать, да, вот. Ну, любой мужчина видит, да, когда женщина начинает строить глазки, улыбаться. Может быть, она будет вам на глаза чаще попадаться. То есть здесь инициатива, ну, сугубо от нее пойдет. Ну, в принципе, будет замечательно, хоть и от нее, но у нас вот две карты, да, выпало. Именно вот она добьется, что у вас такой вот тандем, именно в любовь перейдут эти отношения. Получается, что здесь охотница женщина. Не вы на нее будете охотиться, а вот именно она вас будет завоевывать. Я, конечно, не знаю, как это с мужской точки зрения. Вот напишите мне в комментариях, было у вас так в жизни, что женщина именно вас завоевывала, что женщина как-то вот и первая проявляла инициативу, может быть, даже предложение женщина вам первая делала. Ну, вот это вас так круто возьмет в оборот. Вот она как раз будет инициатором от А до Я. Вы-то тоже в нее, конечно же, влюбитесь, да, но все равно как-то вот активничать она будет. Все-таки не зря говорят, наверное, в жизни нужно быть где-то смелее, где-то наглее быть в чем-то, да. И тогда, наверное, на вашей улице будет праздник. Потому что если с одной стороны так подумать, да, вот, ну, будешь сидеть ждать у моря погоды, а жизнь будет проходить мимо. То есть, ну, это довольно спорный, конечно, вопрос. У каждого это по-разному происходит. Но то, что на вас устроят охоту и все-таки охмурят, это факт. Поэтому все у вас будет хорошо, настроен на позитив, чего я вам всем желаю, большой и чистой любви. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!